Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Вы знаете, что наш проект «Геоэнергетика» старается освещать все отрасли энергетики, но далеко не всегда это получается. Новостная повестка – это в основном наши углеводороды, уголь, нефть, газ и так далее, и так далее. Хотелось больше рассказывать про новости атомной отрасли. Тоже не всегда получалось. Если помните, то после поездки на Атомэкспо была достаточно долгая пауза. И теперь после размышления, нам помогли поразмышлять. Вы видите, что мы находимся в павильоне «Атом» на ВДНХ. Росатом решил нам помочь в трудную минуту. У нас нет постоянной студии в Москве. Но вот теперь мы надеемся, что сотрудничество будет продолжено. И если кто-то наблюдал за нашим творчеством, одно время участвовали мы в проекте «Точка сборки», где достаточно регулярно встречались с Павлом Яковлевым, бессменным руководителем, создателем проекта «Атомная энергия 2.0», где старались осматривать новинки, новости нашей атомной энергетики, мировой атомной энергетики. И я очень рад тому, что Павел согласился возобновить вот эту традицию. Я надеюсь, что мы будем регулярно встречаться, чтобы хотя бы краешком глаза успеть оценить, что успел сделать Росатом. Темп работы, по-моему, только нарастает, проектов все больше и больше, но мы будем стараться. Павел, да, добрый день. На то, что лето у нас жаркое. Ну, Росатома, по-моему, особо время года ни на что не влияет. Я пытался сосчитать, сколько сейчас компаний в контуре. После 4-й сотни сбился, не останавливается, все новые и новые направления бизнеса, и это уже не только атомные энергетические, но и атомные неэнергетические, и энергетические, но не атомные, и в последние годы уже и неэнергетические, и не атомные. Но все равно это Росатом, который зачастую у нас используется в качестве палочки-выручалочки. Если где-то возникает проблема, эту проблему передают в руки Росатома, и проблема потихонечку исчезает. Не сразу, это не волшебная палочка. Но тем не менее, давайте, Павел, я бы предложил новости хотя бы действительно летние. Единственное, что новости по контракту на строительство атомной станции малой мощности в Узбекистане я уже анализировал, следим за новостями, ждем церемонии начала строительства. Ну вот из таких крупных новостей, что бы вы отметили? Я бы отметил целый спектр новостей, и научные, и технологические, и глобально международные. Но в первую очередь, наверное, это наша гордость Белоярской АЭС. Ряд новостей интереснейших. Конечно, наверное, самая важная новость для глобальной атомной энергетики, для ученых-радиохимиков, это то, что впервые Росатом тестирует в промышленном масштабе МОКС топлива уран-плутониевое с минорными актинидами и позиционирует это как будущую услугу по дожиганию вот этих очень радиотоксичных, долгоживущих радионуклидов, которая по их расчетам поможет сократить вот этот вот радиационно-эквивалентный запас, уменьшить его в ближайшие 300 лет, сократить накопление, уменьшить и начать дожигать уже накопленные отходы. Так, я в своей традиционной ипостаси сейчас попробую расшифровать все, что сказал Павел. Минорные актиниды – это радиоактивные вещества, образующиеся во время топливной сессии внутри активной зоны реактора. Загружают уран, поскольку там идет и распад, и синтез, и много-много чего еще. Образуются в том числе вот эти радионуклиды. Это вещества, которые не существуют в природе, они искусственного происхождения, так скажем. Это то, что тяжелее плутония. Плутоний становится частью топлива. Их на самом деле 3, называют по-разному. Минорные актиниды, младшие актиниды. Речь идет о нептуне и кюрии америции. Действительно, очень высокоактивные вещества. Период полураспада измеряется сотнями тысяч лет. И это одна из основных проблем атомной энергетики, потому что эти вещества надо каким-то образом хранить так, чтобы они не причинили вреда ни человеку, ни природе. Это для их хранения создаются геологические захоронения со сроками службы в сотни тысяч лет. Пока это удалось завершить только в Финляндии, на эти исследования ушло больше 2 десятков лет. И надо отдать должное, повезло, что эти гранитные грунты Финляндии здесь, как ни странно, оказались крайне полезны.
То есть это самая дорогая, самая проблематичная часть того, что остается после работы атомного реактора. То, что это включено внутрь тепловыделяющих сборок, тепловыделяющих элементов, это значит, что матрица рассчитана так, что нахождение минорных актинидов приемлемо, на работу реактора это никакого влияния не оказывает. Если их отправить еще раз в активную зону, то происходят всевозможные радиоактивные процессы, и на выходе другие вещества с намного менее коротким периодом полураспада, намного менее активные. Вместо сотен тысяч лет, сколько это? В течение 300 лет Росатом планирует доработать накопленные запасы вот этих вот сильно радиотоксичных минорных актинидов от уже действующих реакторов ВВР в первую очередь. Ну да, они накоплены. То, что будет на выходе, уже намного легче захоранивать, и даже если потребуется хранилище, то не с таким сроком жизни, не потребуется срок эксплуатации в 500 тысяч лет. Тут все будет намного проще, поэтому это очень важно. Действительно, теоретически все это было просчитано многократно, но вот до железа, до натурных, так скажем, экспериментов, но это уже не эксперимент, потому что на критических сборках в физико-энергетическом институте это опробовали, проверили, все коды рассчитаны. Теперь следим. А сколько времени это займет? Вот сейчас началась уже опытно-промышленная эксплуатация, которая подтвердит на промышленном уровне возможность вот этих топливных сборок с МОКС-топливом и минорными актинидами успешно сохранять свою устойчивость. И это вообще одна из глобальных целей атомной энергетики – создание безотходного производства. Это та цель, которая была поставлена во многом изначально. Это цель радиохимии для атомной сферы. И это интереснейшее направление, которое поможет действительно уменьшать накопленное наследие. Ну да, с учетом того, сколько набралось. Напомню, что совсем недавно мы отмечали 70-летие первой атомной электростанции. Вот 70 лет это накапливалось в том или ином виде. На урано-графитовых реакторах оставалось облученное ядерное топливо. В нем есть минорные актиниды, на РБМК. В общем, на всех реакторах в каких-то количествах есть. И с этим предстоит бороться и бороться. Да. А наблюдать мы за этим будем, я так понимаю, всю топливную сессию. Топливная кампания 2-3 года, по-моему, это будет длиться, проверки, инспекции. И также можно отметить еще одно достижение Белоярской АЭС, ну и Росэнергоатома, и всего комплекса проектировщиков. Это подготовка к созданию проектной документации по уже 5-му, хочу особо отметить, серийному энергоблоку, который планирует основать новую серию БН-1200М, который в 2027 году планируется начать строить. И это энергоблок уже позиционируется как коммерческий. Ну, напомню, буква М, потому что это слово модернизация. Первая попытка была, по-моему, года 3 назад. Научно-технический совет Росатома не пропустил. Не из-за технологий, а из-за экономики. Так скажем, себестоимость производства электроэнергии на реакторах с быстрыми нейтронами с натриевым теплоносителем оказалась значительно выше, чем на обычных тепловых реакторах. Вот это было основное замечание, это нужно было устранить. И теперь серия реакторов быстрых натриевых БН-600, БН-800 это опытно-демонстрационные, они и вырабатывают электроэнергию, но на них продолжаются исследовательские всевозможные работы с тем, чтобы довести до ума эту технологию. И вот, собственно говоря, БН-1200М это и есть на день сегодняшний, по крайней мере, точно вершина эволюции этого ветки атомных реакторов. Задача в том, чтобы можно было запустить в работу накопленный в облученном топливе энергетический плутоний. Всегда это подчеркиваю, это не плутоний-239, который является оружейным и позволяет создавать всевозможные ядерные боеголовки. Это энергетический плутоний, это смесь 3 изотопов в равной пропорции, 239 плутоний, 240 и 241. Отделить их друг от друга нельзя. В таком виде плутоний использовать для создания ядерных боезарядов невозможно с физической точки зрения. Не потому, что кто-то плохой или хороший, это просто невозможно. Вот будем ждать. Насколько я помню, общественные слушания прошли. Успешно прошли. Разумеется, в городе атомщиков строительству нового атомного энергоблока никто не возражал.
все только за, тем более, что это и новые рабочие места, и перспективы для развития и так далее. Так что новостей из Белоярской атомной мы получим еще, я думаю, немало. Некоторые вот отложены с минорными актинидами на 3 года. А то, что касается БН-1200М, я думаю, новости будут поступать быстрее. Да, и особенно важно подчеркнуть, что Росатом позиционирует это решение как экономически выгодное, экономически конкурентоспособное, в том числе и на этапе строительства. То есть как раз это оптимизация, модернизация, и подчеркнула экономическую перспективность вот этой ветки, линейки реакторов. И можно также похвалить индийских атомщиков. Ну да, достаточно неожиданная новость. Совсем недавно, в 2002 году, индийские специалисты начали строительство своего реактора по собственным технологиям. Понятно, что что-то перенимали у нас, постоянный обмен научными знаниями идет. В этом отношении у нас с Индией достаточно плотное сотрудничество. Выдана государственным регулятором лицензия на загрузку топлива в быстрый натриевый реактор мощностью 500 мегаватт электрической. Теперь осталось дождаться, когда это произойдет. И на запуск самого реактора тоже дано разрешение. Это достижение индийской науки. Сам президент, премьер-министр Моди присутствовал на всех последних церемониях ввода в эксплуатацию этого объекта. И Индия также планирует, как и Китай и Россия, активно развивать свою быструю атомную энергетику, в том числе и переработку АЯТ. Ну, там есть еще и подвижки в сторону ториевой, так скажем, энергетики. Вот они, если посмотреть внимательно это сообщение, реактор-размножитель. То есть делящегося материала загружаем 100 единиц, извлекаем из облученного топлива 102 единицы. Вот так. Для этого на внешнем периметре активную зону реактора окружают бланкетами. У нас планировалось из объединенного урана, с тем, чтобы получить на выходе тот самый энергетический плутоний. Индийская тематика, у них очень мало урановых месторождений, но очень много ториевых. Идея там заключается в том, чтобы бланкеты состояли из тория, с тем, чтобы на выходе получить уран-233, который тоже охотно участвует в цепных реакциях деления, но для индийских специалистов это возможность задействовать торий. Торий цепную реакцию не поддерживает, он наоборот лишние нейтроны в себя поглощает, то есть он может быть реактором, только если работает ускоритель, который дает лишние нейтроны, тогда энергетический выход отрицательный. Энергия на работу и реактора, и ускорителя тратится больше, чем ее получают на выходе. Но вот такой вариант, наработать 233 уран и его уже запустить в обычные тепловые реакторы, это индийская ветка развития. У нас ее не развивали, потому что особой нужды в этом не было. Поэтому наблюдаем за успехами индийских строителей. Вот всего 20 лет и последняя, собственно говоря, лицензия. То есть это возможность действительно не только загрузить топливо, но и ввести в эксплуатацию. Ждем, наблюдаем. Торий у нас тоже есть, так что... Если... И у нас также есть проект жидкосолевого реактора. Это уже отдельная тема, да. Это еще одна ветка. У нас, на всякий случай, напомню, сейчас из тех направлений в атомной энергетике, которые уже действуют и которые планируются, это обычные тепловые реакторы, к которым мы уже, слава богу, привыкли. Отдельная ветка атомной станции малой мощности, та же технология, реакторы на быстрых нейтронах с уран-плутониевым топливом, с МОКС-топливом. Это еще одно направление, прорыв СНУП топлива, смешанное нитридное уран-плутониевое топливо, это еще одна ветка реактора на быстрых нейтронах, но со свинцовым теплоносителем. И жидкосолевые реакторы, это вот тоже одна из новинок. Не так быстро там все получится. Отличие от обычных реакторов, ну, такое, что то, что бросается в глаза, там нет тепловыделяющих сборок, там есть вот некий растворчик, жидкая соль та самая, с содержанием плутония, которая позволяет поддерживать реакцию. Смотрим. Поступали новости, что и Китай приступил к таким же наработкам. Смотрим за теми успехами, которые мы ждем от специалистов в городе Железногорске, он же проект «Скала» под Красноярском, почти в буквальном смысле слова под Красноярском. Планируется именно там. Да, и этот жидкосолевой реактор также будет иметь возможность дожигания минорных актинидов.
И сейчас там испытывается специальная сталь, которая должна выдержать вот эти высококоррозийные свойства этой соли топливной. И сама топливная соль, там с бериллием тоже исследуется. Вот. Но это тоже одно из таких очень перспективных новых направлений атомной энергетики, жидкосолевые реакторы. Ряд стран в мире тоже планируют, в том числе и частные компании, и Билл Гейтс, и Дания, и Швеция. Кто только не интересуется жидкосолевыми реакторами. Также можно добавить еще линейку высокотемпературных реакторов, которые у Росатома был задел по ним, в ВКБМ были проекты. И еще, наверное, микрореакторы можно добавить там, до 10 мегаватт, то, что тоже Шельф, Елена. Тоже все планируется к строительству у нас на Дальнем Востоке, на севере. На Чукотке, да. Прежде всего, там Росатом нашел себе заказчика, который согласился попробовать, как будет работать Шельф-М. Очень сложно шли переговоры, но смогли добиться. Это месторождение золото урановое, сверху золото, снизу уран. То есть придется, вот совершенно не хочется, но сначала придется извлечь золото и только потом добраться до урана. Лицензией владеет Атомредмедзолото, у которого сейчас новое название, я к нему еще не привык. Росатомнедра. Хорошо, но настолько привык к Атомредмедзолоту, вот, не знаю, мне не нравится, что такое переименование произошло. Атомредмедзолото, во-первых, он отражает суть, он работал действительно и с редкими металлами, и с золотом он работал, ну и, разумеется, с ураном. Это месторождение Савиное, Чукотка, наш самый атомный регион. Если пересчитывать на число реакторов, то впереди планеты всей. Продолжает работать Билибинская атомная электростанция, работает плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», планируется Баемский ГОК. Но они, правда, все маленькие. Но маленькие. много. Но есть еще и средний размер. Ну, он пока только в проекте. Это, да. Это то, что уже можно... И тоже, кстати, для Дальнего Востока и для Кольской АЭС планируется. Также ВВР-600, по-моему. ВВР-600. Да, то есть у Росатома в следующие 20 лет появится линейка самых разных мощностей, исполнения, модульности, серийности, на любой вкус и цвет, так сказать. И да, и можно еще действительно... И в этом отношении, наверное, отдельно надо отметить, поздравить Росатом с первым экспортным контрактом на строительство 6 энергоблоков малой мощности Ритм-200Н в Узбекистане. Я знаю, вы про это много рассказывали, изучали. Но действительно, для глобального рынка атомных технологий это первый в мире уже подписанный контракт, и строительство ожидается действительно в самое ближайшее время, начало. Ну и главное, что это заказ серийный. То есть, да, у нас идет строительство энергоблока на базе Ритм-200Н в Якутии, но там штучное изделие. Возможно, там будет 2 реактора, но это будет все равно как один энергоблок позиционироваться. А тут они говорят о 6 энергоблоках. О 6 сразу, и не исключено, что продолжение будет следовать. Как на церемонии отметил генеральный директор Росатома, вопрос строительства большой атомной электростанции с повестки дня никто не снимает. Общаясь с узбекскими энергетиками, я знаю, что у них есть еще места, где не хватает электроэнергии, и не исключено, что если этот проект с атомными станциями малой мощности пойдет, то там есть еще где. У них хватает, спрос на электроэнергию растет действительно очень серьезно, от 4 до 5%. Напомню, в России в обычных случаях от 1,5 до 2% в год, там в 3-4 раза быстрее все происходит. Так что не исключено, что сотрудничество с Узбекистаном в этом направлении только начинается. И, возможно, это продолжится и в Казахстане, и в Армении, и в Киргизии. Ну, в Киргизии, вероятнее всего, да. Что произойдет в Казахстане, знают только граждане Казахстана, у которых впереди референдум о приемлемости для страны атомной энергетики как таковой. Таким было решение руководства. Мне его сложно комментировать. Чужая страна самостоятельная, каждое решение принимает самостоятельно. Вот моя такая личная точка зрения. Казахстан – страна, которая уже 2-е десятилетие прочно занимает 1-е место в мире по добыче урановой руды, не имеет собственной атомной электростанции, у меня в голове не укладывается. Вот, ну, должно быть. Тем более, что и школа есть, и первый реактор на быстрых нейтронах БН-350 работал именно на территории Казахстана. То есть у них все есть.
И филиал МИФИ и филиал МИФИ, и тоже появился. экспериментальные реакторы продолжают работать, Да. не останавливались, их перевели уже на приемлемое топливо. Раньше было обогащение выше 20%. Кстати, тоже совместный проект с Росатомом. Теперь 19,75. Вот все в полном порядке, они ко всему готовы, но в любом случае ждем проведения референдума. Вроде бы была информация о том, что это должно произойти до конца года, но пока точной даты никто не называл. Уже проходит серия слушаний в районах, в отдельных. Вот, а общенациональный референдум, да, планируется вроде как в сентябре, обещают, но может быть и... Нам остается только следить, наблюдать со стороны, как и что будет происходить. Если следить за высказываниями министра энергетики Казахстана, он считает, что атомная энергетика просто необходима. Если смотреть на мнение казахстанских экспертов, они еще более жестко к этому подходят, потому что Министерство энергетики Казахстана опубликовало прогноз по энергодефициту к 30 году. Вот к 30 году ожидается энергодефицит в объеме по установленной мощности 2,4 гигаватта. И эксперты вежливо спрашивают, пока мы думаем о строительстве атомной электростанции из 2 блоков, мы ее уже съели. Если мы хотим расти дальше, нам нужна и вторая, и третья. И министр энергетики с этим согласен, что для того, чтобы баланс внутри объединенной энергосистемы Казахстана соблюдался, нужно еще 2. Так что смотрим за референдумом. Будет интересно наблюдать, как будет проходить тендер. В финал там сейчас вышли 4 компании со своими технологиями. Росатом, это понятно, китайские консорциумы, один из них, их там 3, я боюсь запутаться в названиях. Разумеется, блистательные французские атомщики, великолепные, со своим шармом, очарованием, и Южная Корея. Но это все на будущее, в том случае, если референдум даст положительный результат. Смотрим. Можно отметить успехи нашего строительных проектов в мире. Ну да, на самом деле строительство продолжается, несмотря на то, что лето и вроде бы всем пора в отпуск. Ни один проект не остановлен. Напомню, что строительство сейчас одновременно идет из того, что на слуху, помимо того, что у нас в России идет строительство и Курской атомной электростанции, второй, и Ленинградской атомной электростанции будет продолжено, уже продолжается работа, идут. На Курской АЭС загрузили имитаторы топлива буквально 2 недели назад на первом энергоблоке ВВР ТОИ, то есть блок уже скоро начнет период ввода в эксплуатацию. Имитаторы – это те же самые тепловыделяющие сборки по весу, по габаритам, но без содержания урана. Для того, чтобы проверить, как работает вся гидродинамика, оценить работу циркуляционных насосов и всего остального, чтобы сомнений уже не было в том, что когда будет загружено реальное топливо, никаких проблем не возникнет. Ну и идет строительство, так слева направо нас учили. С запада на восток, Венгрия, Египет, Турция, Индия, Китай, Бангладеш. Ну и что-то происходит в Иране, о чем нам не любят рассказывать ни Иран, ни Росатом. Но строительство явно идет. Вот все, что можем сказать. Напомню, что было подписано соглашение о строительстве второй и третьей очереди атомной электростанции Бушер. Церемонию заливки первого бетона мы видели, больше мы ничего не видим, но поскольку никаких нехороших симптомов нет, значит строительство идет. Но в той обстановке, которая вокруг России, вокруг Ирана есть, я думаю, вот когда дело дойдет до перерезания ленточки в связи с тем, что реактор начал работать, вот тогда мы узнаем следующую порцию новостей. И можно также отметить уникальность действующего первого энергоблока АЭС Бушер, который Росатом достроил, используя технологии ВВР на базе немецкого проекта Siemens. Это удивительнейшая, вообще, мне кажется, способность наших атомщиков воплощать те поставленные цели, несмотря на чужую технологию. То есть вся недвижимость была рассчитана на совершенно другие габариты, на другую совершенно технологию. Сложнейший проект был, но, по-моему, за нами наблюдал весь Ближний Восток, и вот наши дальнейшие успехи в этой части света, они связаны с тем, что Бушер был действительно закончен, несмотря на тяжелейшие условия. В 90-е годы при том. То есть один из тех проектов, благодаря которому наша атомная отрасль сохранилась. Их не так много было в это время, шло строительство первых 2 блоков в Китае атомной электростанции Тяньюань. Вот из таких крупных заказов шел Бушер,
И, собственно говоря, больше ничего не шло. То есть отрасль была в 90-е годы, ну, мы все в 90-е годы были известны где. Венгрия. Росатом доставил свою фирменную технологию ловушку расплава на стройплощадку первого энергоблока ПАКШ-2. Как мы знаем, там будет строиться 2 энергоблока. Уже идут подготовительные строительные работы, и, по-моему, ожидается в самое ближайшее время уже, может быть, до конца года. Ну, Первая все заливка бетона. лицензии получены, так что там... Да. Что касается ловушки расплава, это то, что конструкционно находится под корпусом реактора на тот случай, если пройдет запроектная авария, нечто подобное тому, что произошло на атомной электростанции Фукусима, перегрев топлива до такой степени, что оно расплавилось, упало на дно корпуса реактора, прожгло его, ушло в грунт. И вот его ласково назвали кориум. Никто до конца не понимает, из чего оно состоит, потому что в этот расплав вошло все, что находилось на тот момент в ядерном топливе. Оно эксплуатировалось, соответственно, там и облученное ядерное топливо, все конструкционные металлы, какие были, все это собрано, и куда-то там вглубь пошло, и непонятно, как это остановить. Ну, я думаю, что в Росатоме, когда наблюдали, если люди верующие были, крестились достаточно часто, ну, поскольку впервые ловушку расплава использовали при строительстве первого и второго блока атомной электростанции Тяньвань, 1999 год. То есть вот эта запроектная авария, которая вызывает огромные проблемы в Японии, у нас про нее успели подумать немножко раньше, прямо скажем. А так, ну, на самом деле, вот про такие вещи, как транспортировка ловушки расплава, надо снимать фильмы, Discovery мы переплюнем точно. Из Волгодонска, Сатаммаша, изделия весом 740 тонн, по рекам, морям, снова по рекам. То есть, это вот точно нужен квадрокоптер, все это снимать со всех сторон, я думаю, что это красиво. Да, очень красиво, особенно вдоль европейских, венгерских деревень, как оно проплывает. Есть видео Росатома, очень атмосферное, приятное. Также ловушка была доставлена немного ранее на АЭС Эль-Даба, первая, по-моему, для первого энергоблока в Египет, да. И также активно продолжается строительство крупнейшей в мире стройки АЭС Акую в Турции. Росатом приступил к монтажу системы управления и защиты реактором первого энергоблока. Буквально на днях забетонировал фундаментную плиту для насосной станции четвертого энергоблока. Очень красивые фотографии оттуда. Это... Я никогда не знал, что фундаментные плиты для насосных станций могут быть такими массивными и такими крупными. Вот. Они не только крупные, они необычные по форме. Это не просто прямоугольный куб, там какой-то вот залитый, там достаточно своеобразная форма. Ну и новости из Индии связаны еще и с топливом для строящейся атомной электростанции Кудан-Кулам. Напомню, вот когда говорят площадка для строительства атомной электростанции в Индии, это не совпадает с площадками для строительства атомных электростанций в той же Венгрии. В Венгрии большая площадка, крупное событие для всей страны, 2 реактора ВВР-1200, атомная электростанция Кудан-Кулам, одна площадочка, там 8 реакторов. Индия немножко другая страна. Ну там сейчас пока 6. 2 уже работают. 3-й, 4-й тоже, по-моему, уже. Ну вот топливо должно вроде бы загружаться до конца этого года. 5-й строится. 5-й, 6-й строится там 4 очередями, то есть первая очередь завершена в 2017 году, и тогда же стартовала вторая очередь, 3-й, 4-й реакторы, чуть позже 5-й, 6-й. То есть вот так аккуратно идут. Там проблема 7-й год строительства, был перерыв просто на время пандемии, на всякий случай остановили вообще все. Ну, соответственно, задержка времени. Там и протесты были местного населения, но сейчас это вроде как уже не актуальна стала эта ситуация. И также ТВЭЛ объявил о поставке уже нового модернизированного топлива ТВС-2М, который будет работать сразу же на 18-месячном топливном цикле. Для То есть топливо внутри активной зоны будет находиться в течение 18 месяцев, 1,5 года на одной загрузке топлива. Более экономично, более эффективно. Более глубокое выгорание, ну и так далее, и так далее. То есть совершенно новое. И такого пока в истории Росатома не было. Обычно первая загрузка 12-месячная, потом постепенный переход на 18-месячный цикл. Здесь
То есть потихоньку даже вот традиционные направления, мы обычно следим за прорывом, мы следим за новым быстрым натриевым, еще за чем-то. А здесь вот ТВЭЛ занимается совершенствованием традиционного топлива и дает все более интересный и интересный экономический результат. Ну и визит господина Моди, вот, в частности, в этот павильон тоже. Да. Вот где мы сейчас вот находимся, буквально вот здесь же и был премьер-министр Индии, да. И тогда был такой намек о том, что начнутся переговоры и по второй площадке для Росатома. Напомню, что площадка может оказаться либо на 6 реакторов, либо на 8. В Индии меньше как-то не бывает. Спрос на электроэнергию в этой огромной стране просто невероятен. Лучше цифры не называть. Нам такое нашей маленькой скромной России на фоне полуторамиллиардной Индии тяжело. Ну, Ленинградская АЭС подходит к этому, так сказать, размеру. Крупнейшая в северо-западе. Да, только первые 2 блока РБМК 1000 уже остановлены. И такая же судьба. То есть все-таки Ленинградская атомная электростанция – это станция замещения, выводится из эксплуатации РБМК, к сожалению. Я очень люблю эти реакторы, красивые, хорошие. Очень жалко, что это направление будет закрыто окончательно. Ну и на Ленинградской атомной электростанции работаю по подготовке фундамента с опережением сроков. Тоже надо отдать должное концерну «Титан-2». Видимо, потренировавшись на Нововоронежской, на Курской, на Ленинградской, уже такой темп набрал, что способен опережать предусмотренные сроки, что, в общем-то, приятно. Обычно при строительстве атомных электростанций со сроками в обратную сторону все идет. Сейчас я должен сказать что-то по-французски, но я французский, к сожалению, не знаю. Да. И, кстати, по вопросу топлива, я также поздравить компанию ТВЭЛ с тестированием в ежедневном маневренном режиме топлива ДВР-1000. Да, это Димитровград, это научно-исследовательский институт атомных реакторов. Проверки уже не теоретические, а практические. Та самая проблема, что для атомного энергоблока оптимальная нагрузка одна и та же, не меняющаяся в течение 365 дней в году. И, соответственно, возникали вопросы. Французы с этой проблемой как-то справились. Утренний пик спроса, ночное отсутствие спроса, что с этим делать? Маневрирование мощностью. Вот новое топливо ТВЭЛа позволяет, по-моему, до 60% снижать, причем безболезненно, без каких-то перегрузок на сам атомный энергоблок. Научно-исследовательский институт атомных реакторов – это славное такое исследовательское заведение, где работают одновременно 6 исследовательских реакторов. По-моему, больше таких площадок в мире нет. Там все типы реакторов, какие только можно придумать, и строится новый международный быстрый исследовательский реактор МБИР. И, наверное, для нашего правительства особо хочется им сказать отдельное спасибо за стратегическую поддержку нашей отрасли и принятие утверждения нового федерального национального проекта, который называется «Новые атомные энергетические технологии» с бюджетом больше 2 триллионов рублей до 2030 года. Ну, я, наверное, сделаю отдельный разбор по поводу вот этих национальных проектов. У нас и предыдущий еще не закончился, если верить документам. Но действительно, это событие, которое говорит о том, что в правительстве начали больше понимать, чем занимается Росатом. Будут ли это только атомные энергетические технологии или что-то там будет внутри еще. У Росатома много не атомного и не энергетического, что стране не менее необходимо. Это и аддитивные технологии, и новые направления, связанные с литий-ионными батареями. Причем вся цепочка целиком от добычи руды до производства литий-ионных аккумуляторов. И вроде бы уже движемся в сторону производства всего прочего оборудования для электроавтомобилей и так далее. И переработки. Да, совершенно сногсшибательная новость. Я ее уже касался. Действительно, вот наши, прародина нашего атомного проекта ГИРИДМЕТ и ни ИХТ, ни химических технологий вдвоем в кооперации разработали технологию переработки литий-ионных аккумуляторов. И после всех проверок они готовы выходить на промышленное освоение. Соглашение с Нижегородской областью о том, что завод по переработке литий-ионных аккумуляторов будет строиться, у них уже есть. Так что не исключено, что
И это направление будет действительно с замыканием всего цикла от добычи лития до переработки литий-ионных батарей с извлечением лития, натрия и кобальта аккумуляторной частоты. Это отдельная тема. Это, наверное, надо отдельно как-то разбирать. Важно, что действительно Росатом подходит в таком комплексе. Не только добыть руду и на этом все, получить концентрат, про все забыть. Нет, будут производиться и аккумуляторы, и, судя по всему, все, что касается движения электроавтомобиля, и конечная стадия переработка тех аккумуляторных батарей, которые свой срок отслужили. Вместо утилизации унылых каких-то гор, создания очередных запасов отходов первого-второго класса опасности, вот такое замыкание. Это действительно очень важное событие. Да, можем пройтись по пунктам вот этого вот национального проекта. Хотя бы набросками. Услышать цифры, да. Есть его две части. Есть новые атомные технологии и новые энергетические технологии. Сначала скажем про энергетические технологии. Нефтегазовое оборудование получает 200 миллиардов, 180 проектов. Литий-ионные накопители 185 миллиардов. Электроэнергетика 146. Солнечные ветрогенерации 51 и технологии для сжиженного природного газа 32. Это вторая часть энергетических технологий. Теперь переходим к атомным технологиям. Первый, самый крупный инвестиционный проект направления – это серийная референтность АЭС большой и малой мощности. Там заложен почти 1 триллион рублей. Здесь подчеркивается, что это будет только внебюджетное финансирование, источники могут быть самыми разными. И средства Росатома, и средства инвесторов. И далее идет новая атомная энергетика. Вот новая атомная энергетика, я так понимаю, это может быть и есть предыдущий или текущий действующий федеральный проект, где как раз и прорыв участвует. 377 миллиардов, 22 продукта. Далее будет направление экспериментальная стендовая база для разработки технологий двухкомпонентной ядерной энергетики. 229 миллиардов. Вот только что коснулись имбира, вот он. Да, да. И вот далее идет очень интересная позиция технологии термоядерной энергетики. 236 миллиардов до 2030 года, 11 продуктов. Это, как мы знаем, и будущий токамак с реактивными технологиями ТРТ, это и модернизация токамака в Курчатовского института, строительство новых стендов, это может быть и участие в ИТЕР, и возможно, и плазменные двигатели, и космические двигатели в это тоже могут, наверное, как-то... Будем смотреть. Первое знакомство, наверное, можно назвать презентацией вот этого заседания, которое прошло. Наверняка более детально появится с полной раскладкой. Осталось немножко подождать. Будем смотреть. Удивительно, что ни слова не сказано о реакторах для атомных ледоколов. Мне кажется, что эта программа будет продолжаться. Сейчас становится очевидно, что направление развивать и развивать. Это я так плавно подвел ко второй годовщине восстановленного Главного управления Северного морского пути, которое было создано в начале 20 века, мне кажется, даже очень давно. 30-е годы. 30-е годы, да, попозже, да. Потом именно так вот оно шло освоение, потом его надолго забыли. Да, теперь это подразделение уже не Совнаркома, Совета народных комиссаров, а в контуре Росатома, но тем не менее, подчеркивая свою поддержку всех традиций арктических наших, своему управлению Северного морского пути, Росатом дал вот такое название. 2600 рейсов за первые 2 года работы и первая в мире проводка легкого газовоза, одного из таких менее приспособленных к арктическим условиям, но тем не менее Росатомфлот и вот это управление научились проводить уже и более облегченные танкеры ледового класса через Северный морской путь. Ямал-Макс с их ледовым классом 7, а Арк-4. Да. То есть это действительно более легкие, но они прошли. Что будет делать Северный морской путь более доступным, более привлекательным, в том числе и со стороны международных партнеров того же Китая, который, как мы обсуждали, планирует создание своих производств, возможно, даже для освоения Северного морского пути. Посмотрим. На самом деле, Севморпуть немножко и тревожно. Анализ Росатома показывает, что для развития в том темпе, который
необходимо соблюдать, необходимо 166 судов усиленного ледового класса, на день сегодняшний в наличии 36, строится 30. Остается вопрос, где взять еще 100. В июне было подписано соглашение с китайской компанией, вот, не помню сейчас навскидку название, о том, что будет организовано строительство судов усиленного ледового класса совместное. Остается неясным вопрос, в Китае или в России. В России все имеющиеся судовые верфи заняты, заказов более чем достаточно, но это не усиленный ледовый класс. У нас арктическими судами занимается только судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке. Его мощности полностью уже выбраны. И то, что новая верфь необходима или менять направление для какой-то из имеющихся, будем смотреть, потому что направление действительно такое. Если говорить о самом главном успехе, вот лично для меня, субъективная совершенно точка зрения, вот эти 2600 проводок, ни одной аварии. Ни одного случая, чтобы судно вмерзло в лед, не смогло пройти торосы, все совершенно аккуратно. Отдельный привет и низкий поклон Министерству транспорта. Александр Ильич, ну давайте поздравим Обнинскую АЭС с 70-летием, большой юбилей, целых династий атомщиков. Как раз я имел честь побывать в музее, новом музее, первой в мире Обнинской атомной станции. Освежали сейчас. Немного похожий на это. Музей, конечно, тоже уникальный. Имел возможность общаться с разными поколениями, принимавших участие даже в запуске, в строительстве Обнинской станции. Большое достижение для Обнинска. Обнинск развивается. Планируется международный кластер ядерного образования Обнинск-Тех. Планируется большое количество международных студентов, новый кампус ИАТ. Строится завод производства радиопрепаратов НИФИ Карпова, самой большой линейкой продукции в Европе точно. Да. Ну, для России это вообще большой шаг вперед, потому что мы научились производить изотопы достаточно давно, много, огромная палитра. Теперь, наконец, мы перешли на новую стадию, мы создаем сами радиофармпрепараты, которые необходимы медикам. Не вывозим изотопы, потом закупаем готовые радиофармпрепараты, а делаем все это у себя. Это действительно огромный шаг вперед. Ну и Обнинск, для меня первая ассоциация – это физико-энергетический институт. Научное сопровождение БН-1200М, огромная поддержка проекту «Прорыв». Именно на стендах ФЭИ проверялось смешанное нитридное уран-плутониевое топливо. Работы у них много. ФЭИ, Обнинск, город чудес, но это про него можно рассказывать, наверное, неделю не останавливаясь. Город первых. Город первых, первый наукоград, мирный наукоград. Ну, так, оттуда реакторы выплывали, выходили, вылетали в космос. Да. Это... Выезжали, да. Они же, кстати, даже планируют создать музейный объект ТС-3, транспортабельного реактора, который был построен еще в 70-х годах, 80-х. Не исключено, что и к этому проекту будет возврат. Во всяком случае, ФЭИ к этому точно готов. В общем, про ФЭИ, про Обнинск можно действительно неделю разговаривать, не останавливаясь. Ну и с юбилеем 70 лет не только первой АЭС в Обнинске, не только первой АЭС у нас в стране, но и первая атомная электростанция на планете, атомная энергетика, отмерила свои первые 70 лет. Атомный проект – это отдельно, он вышел из солдатской шинели, а вот атомной энергетики исполнилось 70 лет, это уже серьезный срок. Да. Так что еще раз с праздником, если кто-то из Обнинска нас увидит, услышит, принимайте поздравления. Павел, большое спасибо, что заглянули. Я надеюсь, что сможем снова вернуться к регулярным встречам. И всем большое спасибо за внимание. Большое спасибо.